В данном ролике я покажу вам субъективно, на свой взгляд, лучшие упражнения для начинающего, среднего и продвинутого уровня. Но хочу сразу заметить, что чтобы прорисовался и, в принципе, был заметен ваш пресс хоть как-то, то для начала нужно нормализовать ваш вес. Нормальным считается вес при росте, например, 1,80 м, это плюс-минус несколько килограмм к 80 килограммам, то есть там от 75 до 85 килограмм для 1,80 м. Каким образом это можно сделать? Плюс к питанию, о котором мы поговорим чуть позже, вам нужно выполнять такие физические упражнения, как быстрая ходьба, либо же бег. Главное соблюдать частоту сердечных сокращений. Это должно быть в пределах от 65 до 70% от вашего максимума. Чтобы просчитать максимум частоты сердечных сокращений, будет приведена формула на экране. Соблюдайте такую нагрузку в течение 3-5 дней в неделю регулярно, в течение одного подхода по 30-40 секунд. Если вы не можете бегать, то быстрая ходьба подходит для каждого, и можно разогнаться до такого пульса, как я уже указывал. Как же проверить пульс, если у вас нет пульсометра? Вот такой вот небольшой лайфхак. Когда вы пробежали уже минут 3-5, либо прошли быстро, то приложите указательный и средний пальцы, 2, к источнику, где у вас слышно сердцебиение. То есть это может быть либо у горла, либо на руке, на запястье, вот в этом месте. В течение 15 секунд просчитайте, сколько ударов у вас было сердцебиения, и умножьте эту цифру на 4. То есть это получится среднее число сердечных сокращений за 1 минуту. В продуктах необходимо временно исключить жареное, сладкое и мучное, также макаронные изделия, картофель. Также следует отказаться временно от таких продуктов, как полезных продуктов, на первый взгляд. Они действительно, это здоровое питание. Мед, орехи, молочко домашнее. Все это очень сладкое, а молочко, что очень часто делают такую ошибку те, кто пытаются похудеть, девушки там молочку на ночь употребляют. В ней есть дополнительные жиры, которые нам не нужны для похудения, а наоборот мы можем только поправиться от таких продуктов. Из сладкого также ограничьте себя в сладких бананах, либо же яблоках. Можно из сладостей фрукты какие? Это апельсин и грейпфрут, например. По белкам это может быть постное отварное мясо, рыба нежирных сортов, либо же там бобовые, это чечевица, фасоль. Касательно жиров, нужно чередовать как животные, так и растительные жиры, вперевес с растительными жирами. Более подробнее о продуктах я напишу еще основное, что вам нужно знать, в описании под данным видео. Не следует в жирах полностью от них отказываться, потому что они имеют очень важные функции для нашего организма. Они поддерживают в норме наш иммунитет, и если их слишком мало, тогда мы будем часто заболевать, наша нервная система будет истощаться. И также они еще смазывают наши суставы. То есть риск травмы уже снижается, если вы будете потреблять достаточное количество жиров. Также еще хочу сказать о том, что очень важна энергетическая ценность продукта. Когда вы выбираете продукты в магазине, то кроме белков, жиров, углеводов, там написано также и энергетическая ценность. Она указывается обычно в джоулях. Но если представить, например, энергию, которую мы тратим на протяжении дня и которую мы потребляем. Поэтому, если вы в магазине сомневаетесь между выбором двух продуктов, то посмотрите на их энергетическую ценность. В том продукте, в котором она меньше, тот продукт и выбирайте. Потому что нам нужно как можно меньше энергии потребить за день. Конечно же, все зависит от порций, которые вы употребляете. Наверняка, если вы уже пробовали похудеть, то вы пытались сразу в один день, например, там, с понедельника, все продукты в рационе заменить, ходить на тренировки регулярно и так далее. Но нужно все внедрять постепенно, чтобы это имело долгосрочный характер. Что имеется в виду? Например, касательно продуктов. Вы должны постепенно заменять от недели к неделе один продукт за другим. То есть не гонитесь резко за сменой вашего рациона. Если вы это делали, то вы понимаете, что это будет тяжело сказываться на вашей нервной системе. Поэтому постепенно заменяйте продукты, которые вы употребляете сейчас, на те, которые помогают сбросить вес.
То есть невозможно отказаться от какого-то продукта. Главное правило — нужно заменить один продукт на другой, так называемый неправильный на правильный. Когда вы нормализовали свои пищевые привычки, скорректировали вес до нормы, то тогда можете приступать к выполнению упражнений, которые я представляю в данном видео. Поехали! Расскажу главное по технике. Мышцы пресса практически ничем не отличаются от других мышц, таких как бицепс, трицепс и других, которые вам известны. Позитивная фаза упражнения должна быть чуть более взрывная, быстрее. Например, если это скручивание, то вверх движение у вас идет быстрее, а опускание вниз медленнее, контролированней, чтобы пресс ваш напрягался и вы концентрированно его напрягали. Наш пресс крепится в двух точках к костям. Это близко к солнечному сплетению и вот в этом вот месте. То есть чтобы соблюдалась правильная техника и вы сами себя контролировали при скручиваниях на полу, к примеру, вы можете приложить вот так вот одну руку и другую, и во время скручивания вы якобы мысленно притягиваете одну точку к другой точке, вот так вот, чтобы у вас скруглялась спина. То есть в школе, например, или в институте, где вы там выполняли упражнения на пресс, вы делали на большое количество раз, обычно руки за голову делали с ровной спиной и наклонялись вперед. Это неправильно. В чем фишка? Пресс, когда работает, нужно, как я повторюсь, одна точка к другой, чтобы точки крепления друг к другу стремились. И при этом спина обязательно во время всего движения должна быть скругленная. И мы делаем вот такие вот движения. Если вы выполняете упражнение скручивания на полу, то тогда, кроме того, что у вас должна быть скругленная спина, точнее верх спины, вы должны не отрывать низ поясницы. Когда вы отрываете поясницу, у вас уже включаются ноги, и тогда пресс, в общем-то, работает меньше. То есть без отрыва поясницы работаем. То же самое на турнике. Почему не нужно, когда мы делаем, к примеру, виси на перекладине, поднятие ног до 90 градусов, допустим, многие для того, чтобы облегчить это упражнение, отклоняют тело назад. Я покажу это также, продемонстрирую. Это неправильно, это меньше включается пресс. Нужно как бы то же самое соблюдать и как бы стараться, когда мы поднимаем ноги на турнике, тело и грудь вперед выталкивать, то есть немножко также скруглять спину, чтобы активизировался пресс. И, в общем-то, в поднятиях ног, если это касательно турника, то мы не должны слишком ноги назад заводить и раскачкой поднимать вверх. И мы не должны поднимать, в общем-то, если хотим проработать именно пресс, выше 90 градусов. Потому как, когда мы поднимаем выше ноги, в данном случае у нас уже включаются немножко другие мышцы, и пресс работает меньше. То есть пресс работает до 90 градусов. Ну что, приступим к упражнениям.
night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for Ну что, телостроители, я надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы примените эти упражнения в своих тренировках, и это поможет проработать вам ваш пресс. Если вам понравилось и оказалось полезным данное видео, то поставьте палец вверх под этим видео, напишите в комментариях свое мнение, и также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Видео на моем канале каждую неделю. Атлет спит в каждом из вас, и я его разбужу. До скорого. Владерович, не прощаюсь.